Привет, армия. Париж снова в центре внимания, но не из-за гламура или романтики, которые обычно ассоциируются с этим городом. На этот раз внимание всего мира приковано к шокирующему инциденту с одним из участников BTS, Ким Тэхёном, более известным как Ви. В коротком видеоролике, широко разошедшемся по социальным сетям, Тэхён быстрым шагом, опустив голову, входит в отель в престижном районе Парижа с выражением лица, явно выражающим эмоциональное потрясение. Нет ни улыбки, ни его обычного дружелюбия, ни даже той строгой охраны, которая обычно его окружает. Все кажется другим, все кажется неправильным. Важные вопросы теперь вертятся в голове миллионов армий по всему миру. Что же именно произошло в Париже той ночью? Почему Тэхён выглядел таким мрачным и эмоционально травмированным? Действительно ли с ним плохо обошлись во время посещения модного показа в городе? И почему Чингук, обычно спокойный, внезапно проявил признаки гнева и разочарования после инцидента? Эти вопросы возникли не на пустом месте, они стали следствием ряда странных фактов, неопровержимых кадров и противоречивого заявления HYBE, которое, казалось, было чрезмерно осторожным и не касалось сути проблемы напрямую. Более того, как новость распространилась, появился другой репортаж, в котором утверждалось, что Чингук, находившийся в то время в Америке, немедленно прекратил свою деятельность и совершил экстренный видеозвонок своему руководству. Ситуация еще больше осложнилась, когда источник в парижской модной индустрии, пожелавший остаться анонимным, раскрыл шокирующую информацию. Они утверждали, что в тот вечер Тэхён столкнулся с неприятным обращением со стороны кого-то из участников инцидента. Обращение было не только грубым, но и символически оскорбительным, позорящим его статус мировой звезды из Южной Кореи. В репортаже утверждается, что влиятельные лица в модной индустрии обвиняли его в расизме и скрытой дискриминации. Сообщается, что Тэхёну отказали в предоставлении надлежащего места, даже не дали пройти в обещанную VIP-зону и заставили ждать в коридоре более 20 минут без четкой информации или профессионального обслуживания. Приемлемо ли это? Абсолютно нет, и реакция Чингука – явное доказательство того, что это было больше, чем просто недоразумение. Сотрудник HYBE наконец-то высказался после нарастающего общественного давления, заявив, что агентство получило внутренний отчет и проводит тщательное расследование. Однако это заявление вызвало еще больше вопросов. В нем не был подробно описан характер насилия. Сам Тэхён даже не сделал прямого заявления, многие подозревали, что он находится в психологически нестабильном состоянии. Тем временем, как сообщается, Чингук не мог скрыть своего разочарования. Несколько фанатов в аэропорту Лос-Анджелеса сообщили, что видели, как он быстро шел, разговаривая по телефону высоким голосом. Некоторые даже записали этот момент, хотя звук был нечетким, движения Чингука говорили о том, что он разговаривает с руководством. Вскоре после этого на официальном аккаунте Чингука на Уиверс появился загадочный пост: «Если вы обидели кого-то, кого я считаю семьей, не ждите, что я буду молчать». Это заявление, хотя и не называлось прямых имен, сразу же вызвало тысячи комментариев от поклонников ARMY, убежденных, что речь идет о человеке, унизившем Тэхёна. Приезд Тэхёна в Париж должен был стать престижным событием. Его лично пригласил известный модный дом в качестве почетного гостя на презентацию осенней коллекции. Но то, что произошло, оказалось далеко не почетным. Вечером он покинул мероприятие раньше запланированного срока и не стал общаться со СМИ, а сразу же вернулся в отель. На видео было видно, как Тэхён входит в вестибюль отеля с опущенной головой. Сотрудник отеля сказал, что он выглядел так, будто только что потерял контроль. Ситуация стала еще более эмоциональной, когда французский фанат, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что атмосфера с самого начала была странной. Было замечено, как несколько сотрудников службы безопасности что-то обсуждали по рациям, указывая на Тэхёна. «Было неприятное предчувствие», — сказали они. Как будто они не видели в нем желанного гостя. Это чувство усилилось из-за того, что несколько крупных европейских модных изданий не упомянули Тэхёна в своих материалах. Обычно основное внимание уделяется именно участнику BTS. Несколько южнокорейских инфлюенсеров наконец-то высказались. Один из них – бывший журналист, пишущий о поп-культуре, а теперь ведущий YouTube. Они заявили, что корейская индустрия развлечений не может продолжать делать вид, что дискриминация их артистов за рубежом – просто совпадение.
Если с Тэхёном можно так обращаться, то что же говорить о других артистах? Задавались они вопросом. Проблема быстро переросла в публичную дискуссию о защите артистов, международных стандартах обращения и неспособности агентства обеспечить эмоциональную безопасность их талантов. Многие отметили, что это был критический момент для HYBE, будут ли они по-настоящему защищать своих артистов или продолжат концентрироваться исключительно на прибыли. За всем этим многие знают об эмоциональной близости Тэхёна и Чингука. Фанаты часто называют их родственными душами, поэтому неудивительно, что реакция Чингука на этот инцидент была столь эмоциональной. Он знает, как трудно Тэхёну открыто говорить о своих психологических проблемах. Если Тэхён открыто выразит свое горе публично, рана будет слишком глубокой, чтобы ее скрыть. Теперь в центре внимания не только HYBE, но и модный дом, организовавший мероприятие. Они до сих пор не опубликовали официального заявления, в то время как давление со стороны пользователей сети по всему миру продолжает расти. Однако на фоне всеобщего возмущения начали всплывать новые факты, опровергающие первоначальные предположения. После дальнейшего расследования, проведенного южнокорейскими СМИ, представителями HYBE и организаторами мероприятия, выяснилось, что сообщения о насилии были ложными и преувеличены домыслами. В своем официальном пресс-релизе HYBE заявили об отсутствии домогательств, дискриминации или непрофессионального обращения с Ким Тэхёном. Они признали наличие технических проблем и проблем с расписанием на месте проведения мероприятия, но все они были урегулированы мирным путем. Видео, на котором Тэхён выглядит мрачным при входе в отель, по-видимому, было снято после того, как он отработал более 10 часов подряд без отдыха. Его необычное выражение лица было вызвано усталостью, а не негативным событием. Утверждение о том, что Чингук был эмоционально спровоцирован, также основывалось на интерпретации фанатами поста в целом. Ни Чингук, ни HYBE не подтвердили, что пост связан с парижским инцидентом. Модный дом, пригласивший Тэхёна, в конце концов высказался, заявив, что к Тэхёну отнеслись с глубочайшим уважением и даже помог привлечь внимание к этому мероприятию по всему миру. Сотрудники компании также отметили, что Тэхён был очень отзывчивым и дружелюбным, несмотря на усталость. С этим официальным разъяснением можно сделать вывод, что слухи о нападении на Тэхёна в Париже – это просто беспочвенные слухи, подпитываемые недопониманием и желанием общественности драматизировать ситуацию. В современную цифровую эпоху такая информация распространяется быстро, и ей часто верят еще до того, как она будет проверена. Свидетельства, якобы полученные из анонимных источников, часто не поддаются проверке и часто основаны на неофициальных источниках. Сочувствие к айдолам естественно и даже похвально. Однако эмоции без данных и фактов лишь создадут хаос, навредят репутации и навредят невиновным. Сам Тэхён не стал давать никаких разъяснений, он продолжает свою последующую публичную деятельность, не проявляя никаких признаков травмы, что еще раз подтверждает, что во время визита в Париж не произошло никаких серьезных инцидентов, оскорбляющих его достоинство. В заключение следует отметить, что мир развлечений никогда не застрахован от пристального внимания, сплетен и необоснованных заявлений. Однако в условиях стремительного потока информации общественность и СМИ обязаны отделять факты от вымысла.